Девчонки, всем большой привет! Заехала в Чижик закупиться продуктами, потому что наконец-то холодильник опустел после новогодних праздников, и уже нужно докупить продукты. Ну и куда же без вкусняшек? Взяла тук. Очень нравится такое печенье Кухмастер. Но похоже на курабье, но вот именно курабье, которое здесь продается, оно чуть менее вкусное, чем вот эти печенья. На некоторые товары в Чижике цены гораздо более низкие, нежели в других магазинах. Но поскольку сами магазины Чижик, они не такие большие по площади, тут, конечно, ассортимент немножечко более скромный, нежели в больших крупных сетевых магазинах, вроде Ашана, Ленты, Метро, ну, таких вот, да. Но при этом выбор все равно есть. У меня ребенок очень любит вот эти батончики Ротфронт. Здесь они, кстати, по очень хорошей цене, 100 рублей. Обычно они стоят подороже в других магазинах. В Дикси вот я недавно покупала, они по акции были по 110 рублей, по-моему. А здесь они по такой стоимости получаются всегда, то есть безо всяких акций. И показываю вам такие чипсы, очень вкусные, неплохие. 250 грамм стоят 180 рублей. Это очень недорого. И вы знаете, чипсы на самом деле очень приличные. Ничуть не хуже, чем Лейс, а может даже и получше. Они тут с разными вкусами, с солью, сметана, лук, бекон. Также здесь такой небольшой ассортимент, но есть семечек. Хлеб, кстати, по очень таким неплохим ценам. Белый хлебушек довольно мягкий, вкусный. И также такие булочки с сыром. Такие же конвертики с вишней, с вишневой начинкой. Орешки различные. Они сейчас подорожали. Я помню, стоили фисташки такие 100 рублей или 110. Сейчас уже 150 почти. Ну и овощной отдел, он совсем маленький, как вы можете видеть. Тут, конечно, нет такого разнообразия, как в той же самой пятерочке, Дикси. Я уж не говорю об Ашане, Метро и прочих магазинах, но такое вот все самое основное тут есть. Картофель, морковь, огурцы, помидоры. Помидоры на такие себе, знаете, не супер какие-то хорошие. Хотела купить черри, но вот в каждой пачке я увидела жидкость и плесень. Вот пытаюсь вам показать, там внутри прям белая-белая плесень. И сами помидоры, на них, на видео это не очень видно, но на них черные точки, вот как будто они были обколоты из шприца иглой. Мне кажется, их там чем-то стимулировали при выращивании. Ну, в общем, положила я их обратно, не стала брать. С помидорами у меня здесь не срослось. Ну и молочный отдел. Здесь уже как-то выбор получше. Тут всякие вкусняшки, которые обычно любят дети. Вот есть такие пироженки, похожие на молочный ломтик от Kinder, но это другая фирма. Они, конечно, немного отличаются по вкусу, по консистенции. Вот есть различия, но не такое очевидное. В принципе, можно брать. Вполне себе такая приличная подделка под молочный ломтик. И различные творожки, йогурты. Конечно, ассортимент не такой большой, но что-то можно выбрать. Ну и вот насчет творога, сметаны, тут больше представлено именно производство Чижикова, вот этот бренд их Светаева. Также кефир, молоко. Взяла 2 упаковочки кефира. И хотела вам показать вот такое вот мороженое Светаева. Если вы не пробовали, тоже советую попробовать. Возможно, вам понравится. Мы оценили, оно недорогое, но, правда, очень вкусное. Мне нравится крем-брюле, хотя пломбир обычный, он тоже очень вкусный. Обратите внимание, при возможности попробуйте. Ну и также здесь различные сыры, российские, гауда, тоже от бренда Светаева. 1 килограмм получается 860 рублей. А вот, кстати, натертый сыр почему-то стоит дешевле. 695 рублей за килограмм. Я не знаю, в чем здесь подвох, но я взяла несколько пачек, уже брала этот сыр не так давно. В принципе, он неплохой. Но из мясного я заметила, в Чижике представлен бренд Вернер. Есть несколько разновидностей сосисок, различных колбас, вареных, копченых, грудинка, карбонат. И вот вареная колбаса докторская стоит 500 грамм 200 рублей. И вы знаете, состав нормальный. Если вы пробовали, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как она вам. Вкусная, невкусная. И также в Чижике вы всегда найдете средства по уходу, зубной
зубная паста, дезодорант, антиперспиранты, шампуни, гели для душа, ватные диски, мыло для рук. И тут, кстати, очень неплохие влажные салфетки. Это Тафо и Мама. То есть очень удобно. Протер какие-то поверхности в туалете, в ванной, на кухне и тут же выбросил салфетку. Не нужно перестирывать различные тряпочки. В общем, чтобы не заморачиваться, это супер удобная вещь. И также вот хотела вам показать такие протертые томаты, очень вкусные. Из заморозки тут пельмени, вареники, пицца. Вот есть пицца Зотман по 299 рублей. Различные чебуреки, блинчики, тесто слоеное, ягоды замороженные, клубника, вишня. Различные смеси для приготовления супа, либо вторых блюд. Картошка фри, креветки 700 рублей килограмм стоит. Филе минтая 230 рублей. Ну, выбор, как вы видите, он небольшой, но такие основные продукты присутствуют. И также здесь представлены соки, морсы, различные газированные напитки. Также в Чижике есть различные порошки для стирки, капсулы для стирки, средства для унитаза, средства для уборки, для мытья посуды, освежители воздуха, есть кислородные отбеливатели, есть таблетки для посудомоечных машин. И вам показываю вот такое средство для стекол и зеркал. Стоит 79 рублей. По качеству, ну, ничем не хуже, чем Мистер Мускул. Я такое пробовала, не заметила никакой разницы. Так что смело можете брать. Ну и также здесь целый стенд с различными товарами для дома. Вот даже нашла такие корзиночки. Смотрите, как в Икее продавались. Одна приглушенно-зеленого такого цвета хаки, серо-зеленого такого цвета. И такие же точно корзиночки в бежевом цвете. Также здесь представлена одежда, различные носки, пижамы, толстовки, тапочки. Все в подряд. И еще нашла вот такое средство для нержавеющей стали. То есть оно подходит и для смесителей, и для раковины. 129 рублей теплые носочки. И смотрите, какую милоту я увидела. Такие классные тапочки на ребенка. 499 рублей. Ну, моему сыну они уже, конечно, малы, а так бы я точно взяла. Строительный степлер за 349 рублей, очки 199. Также всякая всячина. Кое-что здесь уже со скидкой. Рюкзачок 699 рублей, салфетки для уборки 69. Такая полочка Аполло, это, видимо, для специй, 699, а стоило 1799. Искусственное растение 149 рублей. Этажерка из бамбука 599 рублей. Набор контейнеров 299 рублей, раньше стоил 399. Различные пижамы, тапочки, носочки, кухонные весы 599 рублей. Подсветка в шкаф 299. Даже есть электролобзик, стоит 1299 рублей. Щетка-массажер 399. Ночной светильник 499. Охлажденное мясо здесь в основном от фирмы Вернер. Буженина 399 рублей за килограмм. Шницель свиной 400 грамм 199 рублей. Ребрышки 1 килограмм 359 рублей. Говядина 400 грамм 359 рублей. Куриная тушка 1 килограмм 179 рублей, бедро куриное 169 рублей за килограмм. Странно, обычно бедрышки и прочие части курицы стоят дороже, а здесь почему-то даже дешевле. Крылышки 1 килограмм 299 рублей. Это все тоже курица от марки Вернер. Другую здесь даже и не нашла. Стейк грудки куриной 500 грамм стоит 329 рублей. Фарш куриный 400 грамм 139 рублей. И котлеты 500 грамм 139 рублей. Тут неплохой выбор различных специй. Заправка для борща 79 рублей. И по 29 рублей обычные специи, перец горошком, сладкая паприка, приправа для плова, сушеный базилик, молотый черный перец, сушеный чеснок, сушеный укроп, лавровый лист, корица. Все эти специи по 29 рублей. Взяла себе несколько упаковок разрыхлителя для теста. Он здесь по 10 рублей. Увидела растительное молоко. Овсяное стоит 84 рубля, кокосовое 99. Отличная цена. Мне кажется, дешевле я даже нигде и не видела. Нужна была мне мука. Взяла блинную. Хотела купить кукурузный крахмал. Он у меня закончился, но смотрела на этикетку. На ней не было указано, что продукт не содержит ГМО. Хочу напомнить, что когда вы покупаете
что-то из кукурузы или из сои, или что-то на их основе, то нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке было написано, что этот продукт не содержит ГМО, если вам это важно. Потому что если такой маркировки нет, то практически 100%, что этот продукт содержит ГМО. Нужно восполнить запас подсолнечного масла. Взяла вот такое масло «Щедрый год». Я уже его брала. Обычное масло, неплохое. Разницы между ним и, допустим, Альтера я не чувствую, поэтому мне не принципиально, какая именно марка. Чижики отличная кабачковая и баклажанная икра. Стоит 89 рублей баночка, очень вкусная. И очень вам рекомендую попробовать, если вы еще этого не делали, вот такие маринованные огурчики. Они словно домашние. Они довольно нежные, при этом хрустящие. Я обожаю их. Консервы. Килька 59 рублей, сельдь 89, икра трески 79, паштеты по 39 рублей и многое другое. Купила не все, что у меня было в списке, поэтому пришлось заехать еще в Метро и приобрести там те продукты, которые я в Чижике не нашла. Давайте все по порядку. Сначала покажу, что купила в Чижике. Купила 2 упаковочки кефира, молоко для блинчиков, сметана у меня уже закончилась, так что вот купила еще упаковочку. Мы еще такую сметану не пробовали, не знаю, вкусная, невкусная. Взяла несколько упаковок голландского сыра, он уже натертый, это супер удобно. Не нужно мучить свои руки, тратить свое время и силы, чтобы натереть сыр. Взяла так много, потому что сыр у нас расходуется с какой-то космической скоростью. Я его добавляю и в пиццу, и в макароны, и делаю выпечку с сыром. Да, часто добавляю его в различные блюда. Если я вижу, что срок годности скоро подходит к концу, я просто отправляю его в морозилку. Вкусовых качеств он при этом не теряет, и потом его можно легко использовать в пиццу и в какую-то выпечку. У нас закончился хлеб, взяла батон, вот такой тостовый хлеб. Тостовый по прямому назначению я использую, делаем тосты, также из него получаются вкусные сухарики. Взяла килограмм муки, потому что запас уже подходит к концу. В ближайшее время буду делать блинчики. Взяла такое растительное масло, «Щедрый год», и взяла баночку маринованных огурцов. Я вам уже ее рекламировала еще в магазине, но правда от всей души советую попробовать. Очень вкусные огурцы. Сын очень любит вот такие батончики Ротфронт, купила упаковочку. Печенье, клубничные тарталетки. Очень вкусное, такое оно тоненькое, рассыпчатое. К чаю самое то. Несколько упаковок ванильного сахара, разрыхлителя для теста. Мытая морковка более сочная, более хрустящая. Но в Чижике я ее не нашла и пришлось взять вот такую. Купила упаковочку фунчозы. Можно ее использовать и как гарнир, и сделать салатик одноименный. Рецепт я вам уже показывала, оставлю ссылочку. Если вдруг интересно, переходите, смотрите. Получается очень-очень вкусный салат. 3 упаковки творога для сырников. Взяла 2 пачки обезжиренного и 1 9%. Взяла вот такой сыр сулугуни. Это вместо моцареллы, потому что моцареллу для пиццы я не нашла. Попробую сделать таким. Купила упаковочку масла. Сыну купила печенье тук со вкусом сыра. Он такие очень любит. Мы обычно берем в прямоугольной упаковочке такие квадратные крекеры. Думаю, что по вкусу они не отличаются, только лишь по форме. Остальные продукты я докупила уже в Метро. Я покупаю куриные яйца именно марки «Село Зеленое». В Чижике таких не было, поэтому пришлось заехать в Метро. Почему я беру именно их? Потому что они используют натуральные корма, без антибиотиков, без гормонов роста. У них экологический сертификат безопасности. В общем, все в таком духе. По крайней мере, они это заявляют. Я очень надеюсь, что это и правда так. Я довольно часто готовлю различную выпечку, сырники, блины, прочее, поэтому куриные яйца заканчиваются очень быстро. Взяла 2 упаковки. В Метро беру вот такой базилик в горшочке. В других магазинах обычно продается уже срезанный в завальцованной упаковке, немножко подвядший, не свежий. Поэтому, если нужен базилик, то я еду только лишь в Метро за ним. Мы любим добавлять его и в салаты, и в пиццу. И когда готовлю макароны с различными соусами, тоже обязательно добавляю. Его любят в моей семье исключительно все.
Если куриные яйца я всегда беру село зеленое, то курицу исключительно петелинку. По тем же самым причинам, потому что вроде бы выращивается она на натуральных кормах, не используются гормоны роста и прочие вредности. В Чижике петелинка не продается, поэтому в Метро купила вот такие вот уже маринованные бедрышки. То ли их раньше не было, то ли я их просто раньше не замечала, но в этот раз они попались мне на глаза, и я решила взять попробовать. И также взяла упаковку филе куриной грудки. И в Метро купила небольшой пучок укропа и петрушки, потому что с зеленью в Чижике тоже какая-то проблема. Почему-то ни в одном Чижике никогда я не встречала свежей зелени. Это азербайджанские помидоры. Докупила еще один огурчик. Не беру слишком много, потому что огурцы, почему-то не пользуются популярностью. В основном у нас любители именно томатов. А огурчик я добавляю в салат по чуть-чуть, поэтому большое количество нам не нужно. Такого огурца хватает, практически на неделю. Купила 3 упаковки M&M'sов. Он любит именно вот такие M&M'сы, криспи. У них начинка шоколадно-хрустящая. Не такая, как в классических M&M'сах. В общем, он любит именно вот такие голубые. Просил меня, говорит: мам, если увидишь криспи, купи, пожалуйста, сразу побольше. 2 лаваша. Один я собираюсь отправить сразу в морозилку. Это чтобы потом готовить ленивую очму. А одну упаковку хочу использовать на конвертике с различными начинками. И, возможно, тоже убрать в морозилку, чтобы был небольшой запас таких быстрых перекусов. И получилась вот такая закупка продуктов. Спасибо большое, что вы провели это время со мной. Я вас очень люблю. Целую, обнимаю. Всем вам желаю прекрасного настроения. До скорой встречи в новых видео. Всем пока-пока.